And Bali offers so much of that. Yeah. And it's such a... Итак, я хотел рассказать, что из себя представляет один день в аюрведа клинике One World Ayurveda. Can I help you? Yes, I am a professor in Ayurveda. Okay, ready? Привет, я Андрей. А я Маша. Мы пара, путешествующая по всему миру вдвоем. Мы просто едем и едим, используя различные способы передвижения в поисках самых красивых маршрутов и самой вкусной еды. Смотри, какая фоточка. Мы здесь ходим в таких интересных одеждах. Ну, не то чтобы это обязательно, но есть такая возможность, почему бы это не сделать. Саронг. У мужчины и у женщины он одинакового цвета. Саронг, еще нам выдали такие льняные штанишки. Тапочки в цвет саронга. Иногда после процедур на голову... Поверни сейчас на себя. Иногда после процедур на голову наматывают вот такие штукенции. Мы тут практически погрузились в культуру, как только могли. Итак, что из себя представляет один день в аюрведа клинике One World Ayurveda? Слышите? Это гонг, который будет нас здесь, каждый день. Вон он там ходит. И мы встаем так каждое утро в 6 утра. В 6 утра. Машуня, уже гонг звенел. В 6 часов утра мы собираемся традиционно на йогу, так рано. Ко всему привыкаешь. Занятия очень интересные, каждому индивидуальный подход, каждому подходит тренер и каждому объясняет, поправляет. Здорово, очень здорово. Сейчас, видите, мне подают завтрак, потому что уже 8:15. Завтраки здесь обычно это фрукты свежие и каша с яблоками, с куркумой, с какими-то специями. Так, что у нас сегодня на завтрак? Мы имеем dragon fruit. Кстати, dragon fruit очень прикольно полить лаймом. И папайя тоже заодно. Спелейшая. Ну и вот сегодня у нас каша. Здесь есть свежие ягоды, клубника, кокосовый соус, изюм. Это очень вкусно, ребята, очень вкусно, очень. После завтрака нам дают препараты аюрведические, которые мы должны пропить. И потом идет расписание, у каждого свое.
Это, ребята, где-то тоже. Такая процедура очень приятная. Называется Herbal Bath. Вас погружают в ванну с травами. Заливают водой с наваром из трав. Пока мы ждем Машу, проходим курс панчакармы по аюрведа One World клинике на Бали, немножко выше Убуда. Давайте посмотрим, что из себя представляют номера в этой клинике. Как только заходишь в номер, здесь небольшой гардероб. И да, кстати, очень советую вам здесь все вещи доставать и вывешивать, потому что если они будут храниться в чемоданах, в сумке, то на них образуется плесень, и они станут очень влажными со временем. Вода всегда есть питьевая, вот такие медные стаканчики, очень приятные медные стаканчики. Воду можно держать и здесь, и в этом медном чане, вот этот медный чан, видите, с краником. Ну, примерно вот так выглядит общий план всего гардероба. Давайте посмотрим ванную. Здесь в ванной вот интересно, видите, под потолком совершенно нет стены. Вот там вот. Ну и окно открыто полностью. То есть такое впечатление, что вы просто стоите в джунглях и принимаете душ прямо здесь. Вот так. Еще в ванной находится много разных интересных штук, о которых стоит сказать, если мы говорим о жизни по юридическим правилам. Ну, во-первых, ты правда себя чувствуешь здесь как сыр в масле, дословно, потому что каждый день тебе делают масляные массажи, вот, поэтому ты весь такой масляный получаешься. После каждого массажа тебе дают вот такой вот натуральный скраб. Здесь всякие специи, зерна перемолотые в такой порошок. Вот, его можно вместо мыла использовать, поэтому последний раз, когда я пользовалась мылом, я уже не помню. Еще очень интересная штука, прям классная привычка, которую стоит запомнить и практиковать ее. Это чистка языка каждое утро. Вот таким приспособлением, очень натуральным, они предлагают чистить его здесь. Это часть кокосовой пальмы, которой очень удобно чистить язык. На самом деле мы давно уже это делаем с Андреем, вот, с помощью таких прекрасных штук, они серебряные, вот, они не ржавеют, не портятся, и им очень удобно чистить язык. У меня, пожалуй, все. Это я, привет. И вот основная комната, видите, огромная кровать. Из того, что мальчики могут не заметить, а девочки не заметить не могут. В комнате есть такая чудесная штука. Я сейчас нахожусь под ней. Вот так она выглядит. Собственно, это балдахин, который висит над кроватью. И в момент, когда тебе хочется отдохнуть, или же наоборот ночью, когда ты уже спишь, можно раскрывать полы балдахина, вот, и спать в таком чудесном, прекрасном коконе. А вот теперь можно вот так выйти в нашу комнату. Вот такая постелька получается. На досуге вы можете разрисовать мандалу. Мандала — это символическое изображение Вселенной. Вот, у нее можно медитировать, просто раскрашивать ее. Когда вы хотите объявить о том, что у вас будет Silent Day,
вы просто-напросто вешаете себе на шею вот такую цепочку, и все сотрудники и гости понимают, что с вами сегодня лучше не разговаривать. Номера, ну, наверное, квадратов 60, так вот, по моим впечатлениям, 50-60 квадратов, то есть это самый большой номер, где я был в каких-либо клиниках для панчакармы аюрведы. И вот терраса мне очень нравится, терраса выходит на джунгли, там вот внизу йога-зала, где мы занимаемся, других домиков отсюда практически не видно. Там бассейн, на террасе установлен столик, где мы можем уютно, уединившись, покушать, пообедать. На обед принесли несколько разных вариантов, в которых можно выбрать или съесть все. Аюрведа считает, что на тарелке должны быть разные вкусы, все вкусы. Сладкий, соленый, острый, горький, кислый. Все это должно быть разноцветное, чтобы питался не только желудок, но еще и глаз. Аюрведическая кухня очень интересная. У нее есть несколько основных правил. Первое правило – продукты должны быть максимально свежими и органическими. Второе – она должна быть обязательно еда приготовлена, потому что в аюрведе считается, что сырая пища, то есть сырые салаты, сырые овощи, сырые фрукты, очень тяжелые для переваривания. То есть человеку, организму нужно вначале нагреть и приготовить внутри, а потом она начнет перевариваться. И третье – еда должна соответствовать вашим дошам. То есть капхи, пити или вате. Она должна балансировать и успокаивать ваши доши. Например, у Андрея есть капуста и цветная капуста. Мне не подали цветную капусту, потому что врачи считают, что мне лучше от нее воздержаться. В аюрведической практике прием пищи, особенно дневной, стоит начинать со сладкого. Потому что сладкий вкус, он самый тяжелый из всех вкусов, но самый благостный. Поэтому с него стоит начинать трапезу, десерт вверх ногами. Для нас, потому что непонятно, как это начинать с десерта. Здесь в клинике тоже предлагают начинать с десерта. Нам дали такие тыквенные трюфели, такие тыквенные конфетки с соусом из меда и лайма. Очень нежная. Но если бы не соус, практически не очень сладкая. Тыквенная конфетка. Есть нужно медленно, никуда не спешить, вина не просить. Обед и ужин можно заказать как в номер, так и прийти на общий стол и присоединиться ко всей группе. Мне попался лишний кусочек. Это чипсы из горького огурца, или ее еще называют китайская горькая тыква. Похож на огурец такой, как немножко с шипами. Кориандр и мята чатни. Чатни из кориандра и мяты. Looks fantastic. За вкусную аюрведическую еду. Руками. В 13:45 консультация с доктором. Каждый день у вас консультация с доктором. Каждый день доктор спрашивает, как прошел предыдущий день, какая реакция организма, что вы чувствуете на медицинские препараты аюрведические. И делает какую-то коррекцию, такую fine-tuning, что называется. How does that happen that you, a young man from not Ayurvedic family, decided to become an Ayurvedic doctor? So I thought of learning something which would be helping me and which would help others, but in a more natural way. So I thought of, like, after doing my course, to definitely to become a doctor. Then I wrote down my exams and I got selected for this, and I did my studies. So it was not that easy without a background, but still, like, there were like mentors, professors and all helping to come out with better things. Do you remember the most interesting case in your practice? One of the better cases that we had here was a condition with ulcerative colitis. When it happens, like, it completely changes the mindset of the person, a bit of anxiety, depression, all these cases. And it was like they did treatments for 28 to long time, and it got completely benefited. And we still have contact with that person, and we can hear from that, like, okay, he or she is doing good, and that makes us feel better. You think it's not a magic, it's work, yeah? Yeah, it's not completely a magic. Like, we do tell here
to all people, like we are not magicians and we can't. It's a completely well organized science, and when you stick on to the like diet, herbal medicines, yoga, the activities and all, it changes. Things do change or happen in your system itself. So that's what reflecting. Is ginger. Really? Yeah. So the rhizome part is what we use for, like, usually one of the major ingredient in most cooking dishes. So it's also considered as to be one of the best drug of choice in Ayurveda. Like I was telling, like in Ayurveda, it's more related with your digestion. So if you don't feel digested or like indigested, what we say is like slice some ginger grated and put it with a bit of rock salt into it and have it before your meal. It helps for your digestion. This is aloe vera. I think like most of the people will be knowing aloe vera. So we have a lot in our garden, like over there and the other garden that we have. So what we use in Ayurveda, like I'll be saying, so aloe vera is considered as the best natural cleanser. So like if people who have taken more of drugs or like chemicals into their system, as a natural as a natural cleanser, you can give aloe vera. So what we usually do is like scrape this part out, and we give this cubes. You can take internally, which helps to as a natural cleansing. So if you're not having constipation or like hard bowel movements, we add it with honey and give, because honey has the property, honey and rock salt has the property to increase the potency of the medicine when it's mixed with something. So you can try that. Yeah. A lot of juice, like jelly. Yeah, and even like for sunburn, like dark, like spots or things you can apply. And skin is very bitter, but inside this jelly, it's not bitter. It's not that bitter. Like only thing is like that gel part you have to eat. So If you would be able to say something to all people in the world about their health, what would you say? You are what you eat, right? Yeah. So one thing that I would like to add, or like not me, like Ayurveda would like to suggest or explain, is like you are what you eat and what get digested. We have talks and things which we help you to go through this, like how to do these things or how to organize these things into your life. Yeah. Welcome. Thank you very much. Namaste. Namaste. После консультации в 13:45, в 14:00 у меня вторая процедура за день. Обычно 2 процедуры такие большие, но вот у меня сегодня практически 3, если еще считать Насью. Итак, в 14:00 у меня абьянга массаж, пада абьянга. Это такой массаж в 4 руки, 2 мастерами выполняется одновременно. Вообще все массажи здесь выполняются обычно 2 мастерами в 4 руки. Причем это все идет с мантрами, с пением, с какими-то мантра-чантингом, с таким глубоким погружением, с соединением массажирующего с массажируемым. В 16:00 у нас прогулка по рисовым полям. Или, кому позволено, например, мне сегодня нельзя после капания в нос. Здесь есть бассейн обычный и есть бассейн с подогревом воды, куда они рекомендуют ходить вот для тех, кто проходит курс панчакармы. Одно из моих самых любимых мест в клинике One World Ayurveda. Представьте, что вам сделали удивительный масляный массаж с пением мантр и с окуриванием. И после массажа у вас есть шанс полежать на такой террасе и долго-долго-долго смотреть на уникальное чудо природы. Это рисовые террасы Тигалаганг. Вот так они выглядят. Сейчас уже вечернее солнце. Очень-очень-очень красивые террасы. Это не туристическое развлечение. И прямо с нашей клиники можно спуститься и побродить немножечко по ним. Здесь, кстати, очень опасно так ходить, потому что можно ненароком свалиться. На рисовые террасы Тигалаганг лучше приезжать рано-рано утром. Во-первых, потому что вы застанете чудесный рассвет.
он как раз не спадает на эти террасы. Вот. А во-вторых, приблизительно с 9 часов утра сюда начинают приезжать люди и туристы, и точно так же застенчиво бродить по этим террасам. Поэтому, если вы хотите застать эту уникальную красоту, но в таком первозданном виде, ну вот как сейчас уже никого нет, пожалуйста, приезжайте сюда рано-рано утром, часов 6. Ну, в общем, посмотрите, когда будет рассвет. Вот на это время смело и приезжайте, потому что это очень красиво. Рисовые террасы — это такая мое большое открытие и моя большая любовь здесь, на Бали. I just broke it. I knew that was going to happen. Look, it's. Can I help you? Yes, I am a professor in Ayurveda. Okay, ready? Okay, how does this happen that you are the owner of Ayurvedic Center and me, your guest, sitting here in the morning and talking? How does this happen that you create this center? In 2014, we found this beautiful place here in Bali, and we were going to do a retreat center. Then I went to do a Panchakarma in Sri Lanka, and then I really got into Ayurveda. And when I first got there, I took 5 days of silence, right? So from 19th of December until the 24th of December. And it was total silence. And then on day 4, in a meditation, it came clear that I wanted to do an Ayurveda center. Yeah, the whole concept of, like medicine and the pure concept of a Panchakarma fascinated me. You do Panchakarma here once a year. Yes. 28 days. And why Panchakarma to other methods purification? Well, because now this is my center. Yeah. So I'm at home. So I can afford it. Well, I don't know of any other detox program that would actually go well with me. I cannot see myself going into juicing for certain periods. And also, what I find about Panchakarma is that it's not just a juicing thing, or it's complete. We're touching our spirituality, we're touching our roots, and Bali is a fantastic place for that. Yeah. It's so spiritual. So, yoga in the morning, and then meditation, and great food, and good treatments, and all of this that makes us a Panchakarma interesting. Like I decided to build not hyper luxury room, but comfortable. Very comfortable. Yeah. Comfortable. I want it to be a delicious Panchakarma. Yeah. Yeah, you always said that Bali is spiritual. Yeah, Bali is magic island. And what's the most magically happened with you here in Oh Bali? my God, the magic or the gift, I should say, that has been given to me is to really meet some amazing people and hire amazing people and creating a family around my businesses. Yeah. And Bali offers so much of that. Yeah. And it's such a... You see, Bali is very wet, and this wood actually is beautiful, but it's not solid. В ожидании ужина мы воем от голода, потому что, конечно, здесь вегетарианская еда, почти что веганская, за исключением только масла ги, которое, естественно, делается из сливочного масла. Вот. И обычно уже к началу обеда или к началу ужина мы начинаем выть волком. Но, с другой стороны, в мире столько излишеств, и каждый день у человека столько излишеств, что какую-то неделю своей жизни можно посвятить такому питанию. Ужины здесь великолепные, красивые, они проходят при свечах, нам зажигают пламя, здесь огонь, и даже нам чай аюрведический наливают в бокалы от вина, и мы шутим про себя, вот сегодня такой более теплый шардоне, да, или там
сегодня горячий розе на ужин, да, то есть это все проходит в такой обстановке очень юмористической, я бы сказал. Это похоже больше на отдых в пятизвездочной гостинице, и ты меньше замечаешь сам процесс лечения, хотя он достаточно тяжелый и большая нагрузка. Здорово, очень здорово. Так что вот примерно так выглядит наш день. Какое красивое небо и какая срань под ногами. Но я вообще не из брезгливых. Но я уже тут стою пару минут и... Послушайте, я из Херсона. Я могу вам сказать о всей речной рыбе, которая водится там. Но что происходит здесь? Мы идем на местный праздник полинийский. Ого-ого! Вообще что-то нереально сказочное, да? Это, ребята, самый-самый-самый юг Бали. Нам просто этот остров подарил закат в последний вечер. Фантастический закат. Такие бывают только здесь, на Бали. Скажи.